Это история о парне по имени Крис, который вместе с друзьями отправился на Аляску, чтобы попробовать заработать на добыче золота. 2 недели работы не принесли никаких результатов. Кроме того, многие участники экспедиции заболели. Крис решил, что пока его друзья будут лечиться, он попробует работать в одиночку. К прииску в тот день он отправился более короткой дорогой, которой раньше не пользовался. Пройдя несколько километров, парень увидел в лесу собаку, по крайней мере, так ему показалось издалека. Подойдя поближе, Крис понял, что перед ним волк, который не двигается, поскольку попал в оставленный охотниками капкан. На попытки парня приблизиться, напуганное животное отвечало злобным рычанием и демонстрацией зубов. Крис не мог просто оставить волчицу в лесу, тем более что он заметил, что она кормит малышей, вот только волчат рядом не было. Парень решил, что, если волчица не принимает его помощь, ему нужно найти ее малышей и принести их к маме. По следам животного он отправился вглубь леса и смог отыскать нору, где сидели волчата. Малышей Крис сложил в свой рюкзак и понес к их маме. Подходя к волчице, он услышал, как она завыла. Скорее всего, так она подзывала малышей, запах которых услышала даже на расстоянии. Услышав маму, волчата начала скулить и пытаться выбраться из рюкзака. Парень опустил малышей на землю, они сразу же бросили туда, где их ждала мама, и начали пить молоко. Поступок парня не изменил отношение волчицы к нему, она все еще не подпускала человека близко. Крис бросил животному колбасу, которую брал с собой в дорогу, и ушел. На следующий день Крис вновь отправился той тропой, где ему встретилась волчица, на этот раз захватив с собой кусок мяса. Неделю парень подкармливал животное, волчата радостно встречали каждое его появление, а вот их мама, как и раньше, рычала и показывала острые зубы, держа человека на расстоянии. Лишь через неделю хищница оттаяла и подпустила человека к себе, так Крис смог освободить ее из западни. Волчица быстро собрала своих малышей, вся семья ушла в лес, оставив на тропе Криса, который провожал их взглядом. Эта поездка для парня и его друзей закончилась неудачей, золота они не нашли, поэтому вскоре покинули Аляску. На север Крис вернулся только через 5 лет, на этот раз он попал сюда как работник рыболовецкого судна. Мужчине надо было попасть в одну из деревень, чтобы доставить документы. Добирался парень на снегоходе, но посреди леса техника вышла из строя, и оставив его, он продолжил дорогу пешком. Крис почти дошел до цели, когда вокруг него появилась стая волков. Крис осознавал, что сбежать у него не получится, поэтому уже начал прощаться с жизнью. Вдруг он заметил, что один из волков смотрит на него очень пристально. Мужчина понял, что это волчица, которую он спас 5 лет назад. Хищница внимательно посмотрела на Криса, а затем начала уходить. Остальные волки пошли за нею следом. Оказалось, что животное не забыло, что человек не бросил его в беде, и ответило взаимностью. Друзья, оставьте комментарий и поставьте лайк, вы поможете нам и дальше делать мир добрее. Спасибо.